То есть вот это есть вот такие четыре типа волос. Как разобраться? Подбор масок, шампуней, кондиционеров – это тоже одна из таких серьезных задач. Изучаю свой собственный тип волос и провожу над ними эксперименты. Дам рекомендации по уходу вам обязательно. Но для начала вот в этом видео мы сегодня давайте разберем строение волос и какого типа они бывают. Добрый день, дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале «Инструктор здорового образа жизни». В моей новой рубрике «Здоровье волос» мы с вами обсуждали, что же влияет на состояние изнутри. И мы будем, конечно, продолжать эту тему, она ведь номер один. Но волосы – это одна из таких составляющих, которые нуждаются в правильном и внешнем уходе. Очень важен там подбор масок, шампуней, кондиционеров. Это тоже одна из таких серьезных задач. Я обещаю, что мы будем разбирать темы, как же укреплять волосы снаружи, будем конкретно об этом говорить. Но сейчас я сама провожу множество экспериментов над своими волосами и параллельно, конечно, общаюсь с людьми, профессионалами, трихологами, профессиональными мастерами в этой области. Изучаю свой собственный тип волос и провожу над ними эксперименты. Думаю, они будут, конечно, разные, но основываясь только на удачных, дам рекомендации по уходу вам обязательно. Но для начала вот в этом видео мы сегодня давайте разберем строение волос и какого типа они бывают, для того, чтобы действительно правильно, грамотно подобрать внешний уход. Если мы возьмем наш волос, разрежем поперек, затем посмотрим под микроскоп, то мы увидим, что наш волос состоит из 3 слоев. Это мозговой, кортиковый и кутикулярный слой. Если вот говорить о каждом из них, непосредственно серединка, это мозговое вещество, так называемая медула. Это непосредственно сердцевина волос и единственная живая часть волоса. И она состоит из чешуек, пузырьков воздуха и пигмента меланина. С годами количество пигмента в веществе уменьшается, а воздуха, то есть это непосредственно пузырьков, становится больше. Медула – единственная живая составляющая наших волос, которые покрывают кожу головы. Следующая основная составляющая волоса – это кортекс. Вот этот зелененький слой кортекс, и он составляет 80-90% от всей структуры волос. И состоит из огромного количества кератиновых волокон. Они как бы цепляются друг за друга и связываются, и именно от этих связей зависит прочность самого волоса. Исходя из этого, несложно догадаться, что именно кортекс отвечает за прочность, эластичность волоса. Цвет волоса зависит от пигмента меланина, он дает окраску волосам и находится в слое кортекса. Это вещество не растворяется в воде, но всегда вступает в реакцию с щелочами и кислотами. И последний слой, кутикулярным, вот он обозначен черненьким, вот этот кутикулярный слой, непосредственно кутикула. Что такое кутикула? Она защищает волосы от внешнего воздействия и состоит из клеток, которые в виде чешуек перекрывают друг друга. Можно их сравнить вот такой вот с черепицей крыши. И благодаря им происходит рост волос, и это самая плотная часть волоса. Чешуйки направлены от корня волос непосредственно вниз, вот таким образом. Они способны раскрываться и закрываться. Если на волосы воздействует щелочная среда, чешуйки раскрываются вот таким образом. А при воздействии кислотной среды они прижимаются к поверхности и закрываются. Вот таким образом они закрываются. Когда это происходит, волос становится плотным, блестящим, отражает свет и находится вообще в реально очень хорошем состоянии. А между чешуйками еще находится такой липидный слой непосредственно. И когда применяются щелочные средства, прослойки вымываются, а чешуйки приподнимаются вот таким образом. И волос становится тусклым. Эта часть волоса способна раскрывать и закрываться в разбухшем состоянии. И если она закрылась в разбухшем состоянии, это приведет к пористости и ломкости волос. Итак, подведем итог первой половины этого видео. Медула – это единственная живая часть волоса, которая в серединке. Кортекс – основная составляющая, самая толстая часть волоса. И подчешуйчатое пространство – это щит для кортекса нашего непосредственно, которое способно закрываться и открываться. В следующих видео мы будем говорить, как подобрать правильный уход и нужные средства с поверхностно-активными веществами, сокращенно ПАВами, в соответствии именно с вашим типом волос. И первое, с чего нужно начинать в уходе, это определить свою собственную структуру волос, свой тип волос, чтобы потом все делать правильно. И есть нормальные, сухие, жирные и смешанные волосы. То есть вот это есть вот такие четыре типа волос. Как разобраться? Например, если вы моете голову каждый день,
а вечером волосы и корни опять нужно мыть, то у вас точно доминирует жирный тип волос. Если вы моете голову раз в 7 дней и только на 8, например, там 7 не помыли, на 8 замечаете, что ваши корни и сами волосы стали жирными, тогда у вас точно сухой тип волос. Затем переходим к кончикам. Кончики волос тоже имеют значение. Если сухой тип волос, кончики секутся постоянно при сухом типе. У нормального типа волос они секутся иногда, а если смешанный тип, то кончики секутся примерно как у сухого, то есть постоянно. Имеет, конечно, значение блеск волос. Если волосы жирные, то есть они блестят только вот первый день после мытья, только в первый день. Если волосы сухие, они будут тусклыми, даже если вы их моете, и после мытья они тоже будут выглядеть такими нездоровыми. Если волосы нормальные, они блестящие и здоровые. Волосы нормальные всегда блестят. Смешанные волосы тусклые на кончиках. И еще есть критерий электризация, так называемая электризация. Но чаще всего электризуются волосы, которые относятся непосредственно к сухому типу. Что касается жирных, они практически никогда не электризуются. Есть еще структура волос, такая как толщина прядей. Она тоже играет значение. Она влияет на форму укладки, реагирует на уходовые средства. И есть тонкие, толстые и средние, тонкая, толстая, средняя толщина прядей. Отличается по диаметрам. Да, кстати, на разных частях волос может быть разная толщина. У корней они могут быть толще, а у кончиков тонкие. Преимущество толстых волос в их прочности. Но минус в том, что они плохо поддаются укладке, окрашиваниям, завивкам. Наверное, так они себя защищают. Для таких волос выбирают составы более сильные и держат их дольше. Хотя в идеале сохранить их прочность, вот их естественное состояние, не подвергая сильным окрашиваниям и химическому воздействию. Что же касается тонких волос, они всегда уязвимые и ломкие. Но они поддаются любым манипуляциям, окрашиванию, укладкам, в этом бонус. Идем дальше. Есть еще показатель пористости волос. То есть она может быть низкая и высокая. Это способность волос поглощать влагу. Степень пористости напрямую связан с повреждением кутикулярного слоя, слоя, который нас защищает. Если волосы имеют высокую пористость, то они поглощают все вещества и быстро все растрачивают. Они быстро намокают, быстро сохнут и при этом сильно путаются, пушатся, выглядят тусклыми. Значит, пористость волос высокая. Если пористость низкая, волосы здоровые, блестящие, гладкие, и они легко распутываются, то есть и легко поддаются всяким манипуляциям. Чтобы определить степень пористости волос, нужно просто посмотреть в зеркало, рассмотреть их, если они блестят, пористость низкая. Бывает, когда вы моете голову и до нанесения шампуня ждете просто, чтобы они намокли. Это говорит о низкой пористости. А если волосы быстро мокнут, путаются при расчесывании, это говорит, что пористость высокая. И переходим к эластичности. Есть еще такой показатель. Это когда волос растягивается и возвращается в обратную форму без повреждений. И можно сделать небольшой эксперимент. Например, вы можете взять прядь, прям намочить, растянуть двумя руками в разные стороны, немножко подождать. Если волосы пружинят и возвращаются в прежнее состояние, у них хорошая эластичность. А если слабая, то при растягивании они останутся в растянутом состоянии или порвутся, что говорит о том, что нужно срочно что-то делать и укреплять свои волосы. Я продолжаю эксперименты по уходу за волосами и готовлю новые интересные обзоры. А на этом у меня все. Берегите себя и до встречи в следующих видео.